Здравия вам, друзья, подписчики и гости. Вы на канале приюта для бездомных животных, а я его учредитель. И я вновь обращаюсь к вам за поддержкой. В приюте куча проблем, которые я не успеваю решать. Одна накладывается на другую, образуя ком, который давит на меня все сильнее. Но я не становлюсь ни моложе, ни здоровей, и ресурсы мои на исходе. Да, вы видите в наших роликах замечательные истории спасения и реабилитации пострадавших от жестокого обращения животных. Но рутина остается за кадром. Проблема в том, что у меня нет достаточного количества работников, чтобы делегировать им все заботы о приюте. Проблемы приюта занимают у меня очень много времени, и я не в состоянии заработать деньги на его содержание. А количество подопечных неумолимо растет. Ведь я не могу отказать в помощи тем, кто особенно остро в ней нуждается. Поэтому я обращаюсь за помощью к людям. То есть к вам, друзья и гости. Бегуся. Маленький бегуся. Бегунчик, да что такое с тобой? Засталась. Ну что ты, все, малыш. Вчера я оплатил все задолженности по коммунальным услугам. За газ, за воду, за электроэнергию, за старую и новую территорию приюта. Да, оплатил с кредитной карты. Потому что поставщики услуг грозят мне отключениями и судами. Почему я не плачу коммуналку ежемесячно? Да потому что у меня нет денег, и я всегда стою перед выбором, что оплатить в первую очередь. Купить корм, купить необходимые ветпрепараты. Так, вскрываем упаковку. Очень удобная коробка. Ух Вот. ты! Да, это то, что нужно. Бинокар. И сейчас покажем еще вот эти штучки. Ну, Диронет, наверное, цельные упаковки. Ну, цельные, да. Ну, просто Да. достану, так покажу. Вот, казалось бы, в этот раз мы ни ультрадон, ни рыбий жир не взяли, а цена все равно 7000 вышла. Заплатить за услуги ветеринарной клиники. Все, мы поехали домой. Все готовы, да, Шуга? Малышка. Все. Купить бензин для помирающего Матизика. Заплатить хоть что-то девчонкам за их заботу о подопечных приюта. Нет, речи не идет о необходимости приобретения страховки для автомобиля. Нет речи о выходных или больничных, которые мне давно необходимы. И нет речи о строительстве и развитии приюта, что особенно печально. Но такова реальность. На сегодня передо мной стоят насущные проблемы. Закупка корма и необходимых ветпрепаратов. Запаса базового сухого корма осталось на неделю. И как раз через неделю, 7-8 апреля, планируется доставка очередной партии самого дешевого сухого корма. В 1 тонну от производителя на 30 тысяч рублей. Дешевле не найти. Конечно, это корм эконом-класса, и он подходит не всем нашим подопечным, но обеспечить весь приют дорогостоящими кормами я не в состоянии. Запаса в 1 тонну нам хватит примерно на 2 месяца. Вот и все. Сколько процентов мы обещали оплаты? 99,9. Потребности в специальных кормах для больных, ослабленных и послеоперационных животных приют закрывает исключительно за счет благотворительной помощи интернет-магазина PetShop.ru. Но для того, чтобы прокормить весь приют, я вынужден закупать самый дешевый базовый корм. Ведь более дорогие варианты мне не по карману. Ознакомьтесь, поставьте печать или прокомпостируйте, пожалуйста. Обезьянка. Товар принимаешь? Лапу дай. Лапу. О, молодец.
Все, значит, товар принят. Второй вопрос – это закупка вакцин и дорогих ветпрепаратов. И игнорировать этот вопрос смерти подобно. Покупка лекарственных препаратов для хронически больных, для поддержания старичков, которые нужно было купить еще позавчера, обойдется мне примерно в 14 тысяч рублей. Уже с середины апреля начнется плановая ревакцинация подопечных приюта. А это значит, что для начала нам потребуется как минимум 30 доз поливалентной вакцины стоимостью 12 тысяч рублей. А в мае очередная плановая обработка питомцев и территории приюта от паразитов. И это еще 13-15 тысяч. Вот так вот все потихоньку, постепенно. И собаки, конечно, нам помогают. Да, торчонок. Дать будем тоже в руки. Конечно, сейчас найдутся рациональные люди, которые скажут: не можешь обеспечивать, не берись. А может, проблема не во мне, а как раз в тех, которые ни за что не берутся и живут исключительно ради собственной шкуры. Но я не могу оставаться безучастным, ведь все мы живем в одном мире. Ты рад, что ты живой? И я не киношный герой, я простой человек и делаю лишь то, что могу. Ну, может, чуточку больше. Не забывайте подписываться на канал приюта «Судьбы лохматых». На этом канале вы узнаете все о жизни приюта для бездомных животных. И даже больше. Очень надеюсь на ваше понимание и поддержку, друзья и гости. Реквизиты для пожертвований приюту будут в описании, в разделе о канале и по запросу. Огромная благодарность и мой поклон всем, кто принимает доброе участие в жизни приюта. И быть добру.